Барев народ! Сегодняшний выпуск — это настоящая эпопея длиною в 1,5 века. Мы станем свидетелями рождения новой сверхдержавы. Увидим, как арабские племена за 2 десятилетия завоевали полмира и почему Иерусалим 638 года стал символом новой эры. Увидим первые арабские вторжения в Армению. Это осень 640 года, когда захватчики увели 40 тысяч пленных. Мы поймем, почему Византия бросила своих союзников на произвол судьбы. Также мы раскроем секреты дипломатического гения Теодороса Раштуни, как он выторговал 3 года без налогов и самоуправления для своего народа. И почему летописец назвал этот договор союзом со смертью. Мы проследим эту невероятную историю, как один человек с острова посреди озера, речь об Ахтамаре, переиграл 2 империи и получил власть над всей Арменией. Также мы погрузимся в кошмар 8 века, как новые налоги довели народ до отчаяния, а сборщики требовали золота даже с мертвецов, с мертвых душ, как говорится. Мы станем свидетелями великих восстаний, от героического подвига 3 братьев Арцруни до финальной битвы 775 года, когда погибли последние лидеры восстания. И, наконец, мы узнаем о великом армянском исходе, как 12 тысяч армян покинули родину и основали новые общины, а их земли заняли арабские племена. Сегодняшний выпуск — это история о том, как народ учился выживать между империями, о цене компромиссов и силе сопротивления, о том, что происходит, когда большая история проходит через судьбы маленьких стран. Хотите узнать, как это все повлияло на наш сегодняшний день? Мы расскажем. Эта история изменит ваше представление о Средневековье. Дорогие друзья, создание каждого выпуска — это не только большой труд команды, но и значительные затраты времени, сил и финансов. У нас есть множество идей для новых видео, но они требуют еще больше вложений и поддержки. Если вам близка и важна наша работа, присоединяйтесь к развитию канала, оформите спонсорство или поддержите нас донатом по ссылке в описании или перейдя по QR-коду. Даже каждые 100 рублей имеют большое значение. Именно они помогают нам воплощать смелые задумки, организовывать съемки, улучшать качество материалов и делать выпуски доступными для каждого. Ваше участие — это не просто поддержка проекта, а настоящий вклад в сохранение и приумножение исторического наследия Армении. Только вместе, объединяясь душой, мы можем сохранить правдивую армянскую историю для будущих поколений. Спасибо каждому, кто поддерживает нашу работу и становится частью большой армянской семьи. Представьте себе, начало 7 века. Тут рождается настоящий гигант – арабский халифат. Эта держава появилась не просто так, а стала результатом триумфа новой, стремительно растущей религии – ислама. В 630-х годах арабы словно ураган обрушиваются на граничащие с ними империи. Особенно достается сасанидской державе. Когда-то великая и непоколебимая, теперь она истощена внутренними раздорами, неудачами в сражениях с Византией, эпидемиями и экономическим упадком. И даже Подероса Византия, когда-то бывшая непреодолимой стеной, не может остановить наступление и теряет свои земли одну за другой. Арабские войска быстро занимают Месопотамию, центральный и западный Иран, затем подчиняют себе Египет, Сирию и Палестину. И в 638 году совершается нечто историческое. Арабы берут Иерусалим. После почти 425 лет господства Сасанидская династия уходит в прошлое. И этим заканчивается эпоха, а на политической карте появляется новое мощное государство. И победа арабов, как ни странно, становится для Армении шансом на объединение и освобождение. Ведь впервые за долгое время страна перестает быть разменной монетой между крупными империями. Ее первым князем становится уважаемый и влиятельный Теодорос Раштуни, из старинного рода, который ранее был персидским марспаном и военачальником. Интересно, что Теодорос выбирает своей резиденцией не Двин, а остров Ахтамар,
Это место его силы, которое с давних времен принадлежало его семье. И именно здесь начинается новая история объединенной Армении. Но об этом по порядку. Осень 640 года. Южная граница страны дрожит, потому что войска могущественного арабского халифата впервые входят в Армению. Они словно по накатанной дорожке идут через Араратскую долину, почти не встречая никакого сопротивления, и разоряют цветущие земли. Всего через год, 12 октября 641 года, они захватывают Двин, одну из важнейших столиц Древней Армении. Арабы уходят победителями, с несметной добычей и 40 тысячами пленных на руках. Но проходит немного времени, буквально 2 года, и весной 643 года угроза возвращается. И в этот раз армяне понимают, что нужно давать отпор, и что своими силами им не справиться. Поэтому они обращаются с мольбой к византийскому военачальнику Прокопию с просьбой объединить христианские войска против захватчиков. Но угадайте, что происходит? Конечно, в очередной раз они получают болезненный отказ от Византии. И опять и снова армяне остаются одними перед лицом врага, и остается только надеяться на собственные силы. И здесь появляется фигура, достойная древних преданий – военачальник Теодорос Раштуни. С 2000 всадников он бросается на арабский отряд, освобождает десятки тысяч пленных и внезапной атакой разбивает врага у крепости Арцап в Кагавите. Люди ликовали, это был восторг, но этот восторг быстро сменился тревогой, потому что арабы все же захватили часть армянских областей. А спустя несколько лет, а именно в 650 году, арабские полчища снова устремляются к Арарату, ограбив и уведя в плен множество людей. И вот здесь уже опасность грабительских походов халифата становится реальной угрозой самому существованию Армении. И в обществе начинают бурно обсуждать, что же нам делать, к кому обратиться. Кто-то, например, католикос Нерсес III и его поддерживающие Нахарары, считали, что нужно искать спасение в союзе с христианской Византией. Но многие не верили бывшим союзникам, потому что потеряли надежду после неоднократного отказа Византии прийти на выручку Армении. И оно понятно. В итоге армянское дворянство, то есть Нахарари, решают, что стране необходима мирная политика и переговоры ради спасения. Они сплачиваются вокруг Теодороса Раштуни. И он, проявив чудеса дипломатии, и я не преувеличиваю, отправляется к наместнику Сирии Муавии из династии Омейядов. Там, на переговорах, происходит то, что определит дальнейшую судьбу страны. Армения соглашается признать власть халифата, но, как настоящий дипломат и лидер, Теодорос выторговывает важнейшие и очень выгодные условия для Армении. Во-первых, первые 3 года никаких налогов для Армении. Прекрасно. После 3 лет лишь умеренные выплаты. В-третьих, сохранение самоуправления в Армении и отсутствие арабских гарнизонов в армянских городах. Что же получают арабы от армян? Обязательство содержать конницу в 15 тысяч человек, чтобы при необходимости отправить их в войско халифата для защиты страны. А Муавия со своей стороны клянется, что никто не войдет в Армению без необходимости. И в случае опасности от Рима, то есть Византии, Муавия пришлет столько войск, сколько потребуется. По-моему, очень выгодная сделка. Но не все так считали. Например, как писал летописец Сибиос, именно в этот момент армяне, по сути, заключили союз со смертью и договор с адом, отвергнув божественный союз с византийцами. Напишите, пожалуйста, что вы думаете насчет этого договора. Нужно ли было заключать союз с арабами или искать все-таки поддержки у христианской Византии? Однако, если обращаться к истории вот так, между молотом и наковальней 2 империй, Армения сохраняет свою самоидентичность и автономию, пусть и ценой непростых компромиссов. Ведь историю делают не только войны, но и искусство договариваться. И в тот момент главный успех был именно за дипломатией и единством.
652 году византийский император Констант II Бородатый, да, вы не ослышались, Бородатый, с огромным войском идет на восток и занимает Феодосиополь, армянский Карин. Это вторжение вызывает волну споров среди армянских князей. Одни, во главе с католикосом Нерсесом III, решают отвернуться от Руштуни и снова искать поддержки у Византии. Они даже добиваются смещения Теодороса. Но тот, конечно же, не собирался так просто сдаваться. Напряжение усиливается тем, что Констант II не просто хочет завоевать, а разграбить Армению. Поэтому он решает остаться в Армении надолго и сломить сопротивление, сломить стремление армян к независимости. И, кстати, оставался он дома у католикоса. И получилось так, что нахарары прям очень сильно просили Константа смиловаться, просили его о мире, а с другой стороны Констант видел, что его войско устало в Армении. И эти условия вынуждают его сократить армию и оставаться в Армении лишь с 20 тысячами солдат, чтобы в целом оценить обстановку в Армении. Сам император назначает с парапетом Армении Мушега Мамиконяна, надеясь превратить армянскую землю в очередную византийскую провинцию. Я, конечно же, лишний раз упомяну очевидное, что армяне не собирались так просто сдаваться. Они отчаянно сопротивлялись, и заполучить Армению без боя у императора не выходит. Тогда он просто назначает греческого полководца Мавриана новым правителем. Что это означало? Это означало, что власть потеряли все – и Руштуни, и Мамиконяны. И в Армении установился самый настоящий хаос. Что же делать Теодоросу? Ведь оставаться в одиночестве без союзника все равно, что погибнуть. Поэтому он обращается к Муавии, арабскому наместнику Сирии, и получает от него не только поддержку, но и 7 тысяч арабских воинов. Римские части не выдерживают этого напора и бегут к морю. Но и там их настигают Руштуни. Войска Руштуни даже захватывают город Трапезунд, увозя богатую добычу и возвращая множество пленных. После этой грандиозной победы Теодорос отправляется с благодарственным визитом к Муавии в Дамаск. И в ответ Теодорос получает высочайшие почести. Муавия вручает ему символические золотые одежды, дарит ткани, а главное – доверяет ему власть над огромным регионом, не только над Арменией, но также над Иберией, Албанией и Сюнией. Все эти территории переходят под власть Теодороса, вплоть до самих Кавказских ворот. Но, как мы знаем, история, особенно армянская история, любит неожиданные повороты. Теодорос вскоре заболевает, и в это время армянские князья, которые подчинялись то арабам, то Византии, решают, что новой бойни быть не должно. Вместе они заключают союз, делят страну по числу воинов и назначают сборщиков налогов. И так начинается новая глава в армянской истории – эпоха феодальной раздробленности, когда каждая область становится почти независимой со своим автономным нахараром. То есть каждый нахарар автономно управлял своей частью территории, и вот так Армения жила. Таким образом, на руинах великих имперских амбиций Армения оказывается разорванной между могущественными соседями, а ее нахарары становятся сильнее за счет того, что каждый сам управлял своей областью. Но отрицательная сторона этого, что страна потеряла единство. Помните, мы говорили про договор Теодороса с сирийским наместником Муавией? Так вот, новый халиф Усман просто порвал этот договор в клочья. Соответственно, войска халифата просто лавиной обрушились на Армению. Двин падает в считанные дни. 2000 знатных нахараров, только представьте себе, это весь политический строй страны. Их цепями отправляют в Дамаск. Среди пленников также легендарный военачальник Теодорос Руштуни. Болезнь и тиски плена надламывают его, и герой умирает вдали от родины. А вскоре арабы казнят всех остальных заложников. И здесь Амазасп Мамиконян берет на себя роль спасителя, а с парапетом становится Вард,
сын покойного Теодороса. Армяне восстают против халифата и тянутся к старому союзнику Византии. И в этот раз, как ни странно, император Констант II встречает армян не с мечом, а с почестями. Он дарует Амазаспу титул Куропалата. Это высшая придворная награда. И здесь я хочу узнать ваше мнение об очень важном вопросе. Как вы думаете, что важнее для выживания маленькой страны? Храбрость меча или гибкость дипломатии? Напишите свое мнение в комментариях. В это время, а именно в 660-х, в самом халифате бушует междоусобица. И в результате борьбы за власть среди арабской военной элиты побеждают сирийские арабы, и к власти приходит Муавия. Тот самый наместник Сирии, с которым Теодорос договаривался, уже становится халифом. Он переносит столицу в Дамаск, и это тревожно близко к армянским границам. Но Муавия решил действовать осторожно и мирно уладить отношения с армянами. Мудрый человек, что сказать. Для этого ему нужно было восстановить соглашение 652 года и потребовать, чтобы Армения вновь подчинилась халифату. И вместо сабли он использовал кошелек. Он предложил армянам платить всего 500 золотых монет в год, что относительно немного. По этому поводу на Хараре собираются на совет под надзором католикоса Нерсеса III и принимают предложение халифа. А новым ишханом, по желанию нахараров, кстати, становится Григор Мамиконян. И вот после этого почти 20 лет под формальной зависимостью от халифата Армения расцветает. В Аруче, в области Арарат, Григор возводит собор и дворец. Поля снова дают урожай. Люди привыкают к тишине после грозы. Но! Как же без «но»? Мирная жизнь длилась до тех пор, пока с севера не вторглись хазары. В 685 году состоялось сражение, но это сражение обернулось тяжелой потерей для армян. Погиб Григор Мамиконян, еще один сильный лидер Армении. И вместо него ишханом избирается Ашот Багратуни. Он строит храмы по всей стране, поощряет науку, книги и ремесла. Но все равно равновесие было очень хрупким, словно стекло. Тут Византия хотела восстановить свое господство над Арменией и послала на страну полководца Леонтия. В результате 25 уездов разорены, 8 тысяч пленников в цепях. Ну и в это время, полагаю, что арабы сами себе такие говорят: так, стоп, сейчас Византия грабит Армению, а нам ничего не останется, что ли? Ну а мы чем хуже? Мы ничем не хуже. И они также совершают набег на Армению. И в этом бою смертельно ранят Ашота Багратуни. И еще один армянский лидер пал. Потом мяч снова переходит к Византии. Ну вот только вдумайтесь, сколько раз повторяются эти набеги. Я же это просто вскользь рассказываю как историю, но в действительности каждый набег связан с разорением, с тысячами разорванных жизней и сломленных судеб. И это очень печально на самом деле. Так вот, император Юстиниан II в 689 году уже лично вторгается в Армению. Он берет главных нахараров в заложники и сажает на трон сначала Камсаракана, правителя Ширака, а затем Самбата Багратуни. Вы еще успеваете считать, сколько раз за десятилетия меняется хозяин страны? Если нет, перемотайте назад и посчитайте. Вы будете реально удивлены. Вопрос на миллион. Как вы думаете, что произошло после этого? Конечно, мяч снова перешел к арабам, и Армения вновь подверглась нашествиям под командованием полководца Мухаммеда ибн Мирвана. В 701 году он начал крупный поход на Армению и покорил ее. Как писал историк Гевонт, жители нашего Отечества остались подобно дымящемуся исполину, как снопы, истоптанные ногами свиней. Не выдержав арабских злодеяний, в 703 году армяне под руководством Самбата Багратуни восстали. У села Варданакерт на берегу Аракса они напали на арабский гарнизон и разгромили его. Восстание охватило также Ширак, Ванант и Васпуракан. На первых порах повстанцам удалось одержать победу, но вскоре арабы вернулись в Армению с новым войском
и начали жестоко расправляться с восставшими. Снова злую шутку с армянами сыграла их доверчивость. В 706 году арабы под предлогом того, что им нужно внести нахараров в какой-то список для получения жалования, заманили в Нахичеван около 800 нахараров и азатов. Там их заперли в церквях и сожгли живьем. И как пишет историк Гевонт, так наша страна осиротела, не осталось ее владетелей. После этой ужасной трагедии Самбат Багратуни и его сторонники покинули Армению и переселились в Византию. Император предоставил им город Пуйт в условное владение. Лишившись своих военачальников и конницы, Армения уже не могла сопротивляться арабам так, как это было раньше. Таким образом, в конце VII и начале VIII века на территории Армении устанавливается власть арабского халифата, которая продлится более 1,5 веков. И чтобы укрепить свои позиции и извлечь максимальную выгоду из завоеванных земель, халифат начал проводить ряд административных реформ. В результате этих реформ было создано огромное административное образование – наместничество Армения. Правителем Армении стал эмир, или, как его называют в армянских источниках, Vostikhan. Эмир назначался из арабской знати. В период с 705 по 709 год эту должность занимал Абн ал-Азиз. Он решил наладить отношения с армянскими нахарарами, которые в основном покинули страну. Для этого он признал их наследственные права и отправил грамоту с призывом вернуться на родину. Многие нахарары, включая Самбата Багратуни, откликнулись на этот призыв и вернулись в свои владения. Им вернули их земли, а Самбат снова стал ишханом до 726 года. Стоит отметить, что, судя по всему, при Абн ал-Азизе в Армении царило относительное спокойствие. Гевонт даже писал: управляя Арменией, он оградил ее от неприязненных нападений и сильными мерами остановил угрожающее коварство сынов Исмаила. Также он значительно укрепил город Двин, сделал его больше и мощнее, добавил новые ворота и запоры, а вокруг стен вырыл ров и наполнил его водой для защиты крепости. Под открытым небом лето 724 года. На базаре Двина пахнет лавашом и пряностями, а в тени лавок на столах уже лежат новые налоговые квитанции. Халиф Хишам готовит реформу, которая перевернет жизнь каждого дыма, то есть каждого домашнего очага. Пока люди обсуждают цены на зерно, в Дамаске решают, что скоро платить придется не мешками пшена, а звоном золотых монет. 725 год. Спустя год. Арабские чиновники-песцы ходят по домам, участок за участком, корова за коровой, кувшин за кувшином. Все заносят в толстые книги. Дело в том, что раньше арабы взимали подымную подать, то есть налог с каждого дыма, с каждого домохозяйства. И чтобы избежать лишних затрат, крестьянские семьи объединялись и жили под одной крышей, образуя большие патриархальные семьи. Иногда даже несколько дымов объединялись в одну налоговую единицу. Но теперь в обновленной переписи имущества появилась новая графа. Налогоплательщики – это мужчины от 15 до 60 лет. Ведь подушный налог уже никого не прячет. И с этого дня платить должен был каждый, даже если в кошельке вместо монет у него была только зерновая пыль. То есть это было катастрофой. Так как люди жили в условиях натурального хозяйства, оплатить налог с них требовали золотыми монетами. И плевать все хотели, откуда ты эти монеты достанешь. Абсурд порой доходил до того, что даже умерших облагали налогами. Умерших. Соответственно, сельские ярмарки пустеют, золота нет, поэтому крестьяне берут займы под кабальный процент. Отчаявшихся наказывают ремнями. Священников публично бьют плетьми. Епископов сажают в ледяную воду. Князья Нахарары пытаются вступиться за людей, но сами вскоре оказываются в темницах. Арабские наместники не делают различий между простолюдином и знатью, когда речь идет о драгоценных дирхамах. В общем, налоговая политика арабов сильно истощила экономику Армении. Этническая структура страны тоже изменилась.
Раньше она была довольно однородной, за исключением крупных городов, где жили армяне, персы, греки, сирийцы и евреи. Но с середины VIII века в ключевых городах и крепостях Армении, таких как Двин, Арчеш, Манзакерт, Карин и Тигранакерт, начали размещаться крупные арабские гарнизоны. Арабские массы насильно вытесняли коренное население в горы и заставляли мигрировать за пределы страны, в основном в западные области Византии. Это также привело к массовому уничтожению армянского населения и его пленению, из-за чего доля армян в стране заметно сократилась. Для укрепления власти в Армении халифат делает ставку на род Багратуни. Ашот Багратуни, который проявлял лояльность к арабам, получает титул Ишхана из Парапета. Но другой знатный род, Мамиконяны, ориентируются на Византию и не хотят мириться с властью арабов. И опять, и снова, между двумя знатными кланами нарастает напряжение. И к середине 740-х оно раскаляется до красного. В итоге все переливается в восстание, которое возглавляет Григор Мамиконян. Он и его люди объявили Ашота Багратуни предателем, захватили и ослепили. Город Карин становится очагом бунта. Григор Мамиконян захватывает крепости под властью арабов, а народ поддерживает его. Потому что слишком долго народ били плетьми за недоимки. Но та часть нахараров, которые были лояльны к арабам, пугается народного гнева, что народ будет им мстить за их поддержку, так сказать, арабов. Зовут на помощь арабские войска против своих братьев, да. Это стало одной из причин того, что изначально успешное восстание в итоге потерпело неудачу и было подавлено. Карин снова оказался под контролем арабов, а халифат жестоко расправился с участниками восстания. Что касается Ашота Багратуни, то он, ослепленный, уходит со сцены, так и не поняв, был ли он мудрым миротворцем или заложником обстоятельств. После этого для армян все становится еще хуже. В 762 году арабский полководец Сулейман вторгается в Васпуракан, грабит его и убивает тысячи людей. Поэтому братья Сагак, Амазасп и Гагик Арцруни собирают отряд и ударяют в тыл захватчикам. Двое погибают, но Гагик крушит вражескую армию, запирается в крепости Накан и ночами делает смелые вылазки, освобождая пленных и уничтожая вражеские отряды. Короче, арабский военачальник не мог взять крепость Накан штурмом. Поэтому ему оставалось лишь применить хитрость. И тут все по стандартной схеме. Под видом переговоров Сулейман пленяет Гагика, Гагик умирает в багдадской темнице, но осада крепости так и не приносит врагу покорности. Что происходит дальше? Князь Артаваст Мамиконян убивает налоговых сборщиков в Кумайре, и этот смелый поступок становится сигналом для других регионов Армении. Люди начинают восставать против ненавистных арабов. Новое восстание возглавил Мушех Мамиконян. Да, очередной Мушех Мамиконян. Главное в них не запутаться. Он собирает народные ополчения, а братья Сагак и Самбат Багратуни забывают старую вражду с кланом Мамиконян и встают рядом с Мушехом. Итак, у Багавана 4000-ный арабский отряд был разбит. Карин армяне взяли в осаду, и казалось, что победа близка. Но в апреле 775 года приходят 30 000 арабских воинов под командованием Амра. И в 2 крупных битвах повстанцы не смогли противостоять превосходящим силам врага и понесли огромные потери – 4500 человек. В бою пали и руководители восстания – Мушех Мамиконян, его брат Самвел, первенствующий князь Сагак Багратуни и Спарапет Самбат Багратуни. После этого поражения мамиконяны уже не смогли восстановить свои силы и к концу VIII века исчезли с политической арены Армении, хотя укрепили свои позиции в Византии. То есть арабами были уничтожены нахарарские дома мамиконянов и камсараканов. Их земли перешли к лояльным Багратуни. При правителе Армении Язиде ас-Суламе, первенствующим князем Армении, был назначен сын Сагака Багратуни,
Ашот Багратуни, а его брат Багарат стал Спарапетом. Но некоторые мятежные нахарары сумели сбежать. Например, Васак Багратуни бежал в Кладжети, историческая Грузия, где стал основателем грузинской ветви багратидов. Касательно налогов, все ожесточалось с каждым годом. Все дошло до того, что забирали даже церковную утварь. Простые люди продавали последние плуги, чтобы заплатить налог, или же вынуждены были бежать к Византии. Там хотя бы не требовали золота за воздух. Гевонт рассказывает о том, как многие семьи, не в силах больше терпеть ужасные бедствия, решили оставить свои дома и имущество. И, лишившись всего, они решили перейти в Грецию. По слухам, их было около 12 тысяч человек, включая мужчин, женщин и детей. Во главе этой группы стоял Шапух из рода Аматуни, его сын Амам и другие знатные люди с их всадниками. Но их враги не оставили их в покое и погнались за ними. Они настигли беглецов за пределами Иберии в области Ког. Однако армяне смогли дать отпор, заставив их бежать обратно. Слух об этих беглых армянах быстро дошел до императора Константина. Он призвал их к себе, наградил почестями знатных людей и их всадников, а остальных поселил в плодородной и богатой стране. Так сформировалась субэтническая группа армян, практически оторванная от основного народа. Их называют хамшемскими армянами. Источники говорят, что Византийская империя с радостью принимала армян, потому что они активно вступали в ряды византийского войска и боролись против халифата. Но для самой Армении это переселение имело свои негативные последствия, потому что оно ослабляло военную мощь страны. Как я уже отмечала, в результате арабского завоевания этнический состав Армении сильно изменился. Особенно это было заметно в административных центрах, таких как Двин, где арабов стало довольно много, а компактные группы арабских племен оседали не только в городах, но и заполняли целые области на всем Армянском Нагорье, тем самым меняя этническую карту региона. Нужно отметить, что соседние регионы тоже претерпели серьезные изменения. В Малой Азии, особенно в Малой Армении и Каппадокии, происходили значительные перемены. Из-за постоянных войн между Византией и халифатом страдали также и сирийцы, и греки. В итоге почти вся восточная часть Малой Азии была покинута этими народами. Арабские племена расселились в Верхней Месопотамии и Сирии, особенно в районе Масула, где также появились курдские племена. Также стоит отметить, что в IX веке Кавказская Албания распалась на феодальные княжества, а сами албаны постепенно исчезли с исторической арены. В то же время усиливался Ширван, который захватил большую часть албанских земель и стал важным игроком в политической жизни Южного Кавказа. Итак, давайте подытожим. За полвека страна пережила реформу, которая заставила каждого мужчину платить за себя золотом. Страна видела, как гарнизоны чужаков поселились в ее крепостях, потеряла древние княжеские дома и сотни тысяч людей. Одни погибли, а другие ушли в изгнание. Арабы, конечно, сломили сопротивление, но они посеяли семена будущего возрождения, потому что усиленные налогами багратуни со временем станут двигателем армянского восстановления. И здесь возникает вопрос, над которым нужно подумать и порассуждать. Как вы думаете, что губит народ быстрее? Невыносимый налог или раскол внутри элиты? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением. Также, если этот выпуск был полезен, ставьте лайк, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо, что были с нами. Манак Баров. Друзья, мы читаем все ваши комментарии, и нас невероятно вдохновляют ваши слова о том, что вам нравится наш проект и что мы помогаем вам изучать историю Армении в доступном и интересном формате. И чтобы еще больше армян узнало о нашем проекте и о возможности изучать богатую историю своей страны, мы просим вас поддержать нас лайком, комментарием, подпиской, потому что таким образом алгоритмы YouTube понимают, что это видео интересно и продвигают наши выпуски. Пусть все люди узнают историю Армении, пусть весь мир узнает. Благодарим вас, что вы с нами, мы ценим каждого из вас.